Сегодня закрываю сезон открытой воды на очень популярном водоеме. Клевое место – Лосиный остров. На этом водоеме я уже был пару раз, причем первый раз лет 7 назад, и вряд ли бы снова приехал, если бы не тот факт, что это единственный платник, где сегодня есть открытая вода. Съезд прямо с МКАД в национальный парк, пару километров по лесу и мы на водоеме. Каскад из нескольких прудов, в каждом из которых определенные виды рыб. Но нас интересует спортзона, организованная на одном из прудов. Спортзона довольно компактная, но при аншлаге сюда набивается до 80 человек. Да и вообще, почему она зовется спортзоной, непонятно. Ловить на поплавок тут можно. Два мостика, один из которых завсегдатый называют переходным, второй крымским, самые популярные места, чтобы занять которые люди приезжают за несколько часов до открытия водоема. Я сегодня приехал ровно к открытию, к 7 утра, и был 32-м. Знакомый же, приехавший к 4 утра, был 7-м. В целом территория приятная, есть скамейки, стулья, урны, но сектора почему-то не размечены. Ладно, давайте начинать. Доброе утро. Назаркин. Сколько стоит? 500. Не дешево. Да, если можно, я сюда встану. Спасибо. Так, запуск. Сколько всего запускаете? Сколько запускаете? Человек. Ну, сколько всего получается сегодня? Да точно я не знаю, потому что я даже не знаю, сколько. А кто-нибудь знает? Ну, кто рыбу нам загрузил. Ага, я понял, хорошо. Спасибо. Что там с навеской? Ну, там нормально, у нее нормальные такие. Плюхнулись. Я хотел, спросил, сколько запускает. Говорит, не знаю. Ага, что говорит? Говорит, не знаю. Скажет. Ну, там, нет, там же руководит кто-то, кто взвешивает. Он знает, а они что-то даже не знают. Начну с блесны. Пал 3,8. Несколько проводок сделаю в надежде на активную. Потом, может быть, несколько раз полегче блесну кину и потом на резину приду. Будем уже смотреть на результат. Будут ли какие-то контакты. Старт. Со дна сейчас на дно пущу. Ветер начинает подниматься. Ну, есть первые проемки уже на первых проводках. Перехлёст. Два одинаковых пала. Спелое яблоко.
Так, на блесна нет поклевок. Переходим на резину. Начнем с флетворма. А? Вообще ни одного тупка. У меня тоже. Я блесна кидал. Ну чё? И наконец первый, а то народ ловит. У меня пока не тычкает. Вот. И есть нормальный размерчик. Флетворм, оранжевый с белым. Спасибо. Надо побыстрее ее скинуть. Чуть разогнулся крючок. Хаябуса пятерка. Загнул обратно. Резинка сейчас та же. Все то же самое. О, поклевка. Есть. О, палку вниз, все равно свечку сделал. Тихо. Активно. Это поменьше. Ничего не менял. Та же самая приманка. Флетворм. Так, крючок снова разогнут. Пора бы заменить его, конечно. Но сейчас попробуем на него же. И та же резинка.
Опускаю на дно. Прозевал поклевку сейчас. Точнее, не дал зажрать. За хвост потянул. Курмана меньше половины. Да, ну она прямо резко перестала клевать. Прям. Вообще просто Вот. выключилась. Моментально. Все ловили, потом просто никто. Прикинь, у меня ни одного контакта вообще, даже не задел никого. Первый раз такая херня. Придется еще ехать. Еще закрывать ехать. За 5 лет. Ну как-то прям реально резко. Просто вот выключилось и все. Не то, что там... Здесь это нормальная практика. Я не знаю, почему здесь. Рыба такая. Долбанутая. Я так понимаю, она может и как бы с концами, да? Выключиться. Привет, Анатолий. Здорово. Смотрю твои видео Спасибо. каждую неделю. Молодец. Интересно, что снимаешь. Да. Ну что у тебя здесь? 2 штуки поймал. 2 штуки? Ну понятно. Одна поклевка, а у тебя там? Да, тоже 2. 2 и 1 сот. Ну, одну до запуска, одну на запуск и 1 сот. Печаль какая. Ничего, ты хочешь походить, поискать? Да. Ну уже который... Ну, слушай, прямо у всех отрезал. Да, уже который Поэтому. день, это. То есть 10 минут и все. Максимум 20 минут. Ага. Сейчас пассив только будет до часу работать. А потом? Ну, потом обычно вот эта сторона работает. Да? Да? Где-то, да, с часу до 3, да. Червей. А потом вечером потемнее на краю, ну здесь на мосту. Сейчас будут единичные поимки. Ну, что-то даже единичных нету. Как-то совсем печально. Не, 10 минут, вот как бы, ну, 2 поклевки, 1 сот и 1 рыба, все. Ну, вот у меня так же. И то вот здесь не было, то есть я сместился, там уже... прям. На резину, да? Да, на блесна, но начал с блесен, не было вообще ниточки. На резину с одна. Я тоже начал с блесен, яблоки не работали сегодня, 0,2 цвет. А, ну на 0,2 цвет. Ну ладно, вообще не хвоста. Ну я Да. тебе говорю, до часа все. Ну, я планировал до часа половить как раз. Так, ладно. Давай, счастливо. Счастливо. Рубрика туалет. Ну, здесь все стандартно. Мне кажется, на такой природе ходить в такой туалет грех. Надо ходить на природу с такими туалетами, да? Быть подобно лосям и кабанам местным. Ну, печально с туалетами, конечно же. И плюс они далеко находятся. То есть, если ты ловишь на спортзоне, до сюда бегать не очень. А нет, смотрите, вот я иду, здесь какой-то женский туалет написано. Такой вполне себе домик. Где мужской туалет, непонятно. Но здесь нужна какая-то карта, чтобы разобраться, где мужской, где женский, где здесь вообще все. Так, друзья, ну коли ж рыбалка была столь скоротечна, 10 минут, давайте я вам немного расскажу о своем оснащении. Ну, во-первых, чехол, футляр, кейс
саквояж. Вот поближе модель Protector 1502 плановский. Просто многие спрашивали, и в тот раз я снял, там плохо видно. Так, вот ящик у меня 2070, по 3 стакана с каждой стороны. Но это у меня больше для соревновательных целей. Я 6 палок использую на соревнованиях. Вот защелка это. Так, давайте посмотрим. У меня здесь тюнинг Lab. Здесь сейчас блесна, когда я ловлю на соревнованиях. Я обычно сюда джиголовки цепляю, чтобы быстрее было. Здесь у меня вот рабочий блесна валяется. Вот такая коробка под несколько разновидностей карабинов. Флёр лежит. Это одна из нескольких коробок. Я ее сейчас сюда кинул. Но у меня еще поясная сумка есть для быстрого доступа. Все рабочее там. Вот здесь у меня таких несколько коробок. Hayabusa, они у меня подписаны. Здесь Hayabusa, модель крючка, соответственно, и веса 0.3, 0.4, 0.6, 0.2, и здесь тяжелый. И такая же Ванфук. Здесь у меня блесенные крючки с бисером, совсем легкие. Здесь тоже, здесь сменные крючки, тоже вот такая же коробка. Я вырезал из упаковки название модели и номер. Здесь вот тонкие крючки 21, шестерка, восьмерка, десятка, семерка и 41 потолще. Так, 31 где-то у меня тоже было. Удобно довольно вот вырезать. Сюда бросаешь и понимаешь сразу, какой у тебя крючок. Крючки надо часто менять, на самом деле. Постоянно проверять. Расходник. Так, и здесь у меня 3010 коробки. Вот таким образом. Здесь ровно 6 штук помещается. Перегородка. И одна сверху. Здесь я от упаковок, также с банок вырезал наклейки с названием моделей приманок. Вот так они у меня стоят. Сразу понимаешь, какая коробка по цветам разложена. Ну, ловлю только на фрешлюр сейчас. Нету сильно пахнущих траудзоновских приманок у меня. С собой не беру их, они у меня есть, конечно. Но в том плане, что в 3010 коробки, они же не прорезиненные никакие. Здесь хранить траудзон, это небезопасно. Очень сильный запах, дома станет, если... А вот фрешлюр это не так сильно. Если не открывать ящик около кровати, около подушки не ставить, то в принципе нормально. Так, что еще? Вот здесь сейчас покажу вам. У меня стойка монопод. Но это самодельное все. Леха у нас есть на работе в магазине. Вот даже модель монопода написана. Ну вот сюда мы сделали, он сделал, просверлил. Здесь фиксируется монопод, соответственно, открываем на длину, высоту, которую удобно ставим, но не на уровне пояса. И это мейховский лоток, большой вилька. Сюда накидываем приманки. Ты вот стоишь, особенно если не двигаешься, особенно не бегаешь по водоему, сюда накидываешь, у тебя вот очень удобно лоток, все под рукой видишь. Я вот использую его крепление, вот GoPro сюда приклеил и использую ее как доп-камеру. Сегодня на нее ничего не снял, потому что у меня ящик стоял в одном месте, а я всю рыбу поймал немного в другом месте. В принципе все, если есть какие-то вопросы, можете задавать,
Итак, друзья, давайте подведем итог. Водоем по клёву очень специфичный. Вот эти 10 минут — это пока рекордсмен из таких водоемов быстрострельных. Тут вот главное как можно скорее сделать как можно больше забросов, не тратить время там на распутывание какие-то, там, извлечение приманки изо рта. Поэтому здесь вот очень быстро надо ловить, тогда можно поймать. Но, конечно, если ты едешь, там, хочешь провести день на рыбалке, и вот то, что она клюет минут 10, реально 10 минут, то это, конечно, плохо. Находится очень близко, это хорошо, особенно кто рядом живет. Природа, опять-таки, здесь куча следов. Сейчас вот у меня еще осталось пару аккумуляторов с коптера. Сейчас я их поменяю и запущу коптер. Хочу с коптера найти каких-нибудь лосей, кабанов. Говорят, их очень много. Они тут зимой ловишь, прям выходит на лед, к ящикам подходит. Но следов кучу видел, но вот первый раз, когда поднимал квадрокоптер, рядом полетал, там 200 метров влево-вправо, не увидел никого. Ладно, друзья, давайте на этом заканчивать. Вы смотрели программу Only Spin. Задавайте вопросы, рекомендуйте водоемы. Хотя я думаю, наверное, вот сезон открытой воды на платниках я закрыл. Всем пока, до новых встреч. Так, ну а вот и зверь, вот и зверь, вот он, вот какой зверь, а? Местный, бандит местный. Ну что, а куда ты хочешь? Куда ты хочешь? Ничего себе, вот это да. Классный кот какой. Ну, погреться хочешь, да? Холодно тебе, да? Зима. Но у меня нет ничего. Нет ничего.